Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами вновь окунемся в пучину потрясающего звучания по просто возмутительно низкой цене. Да, мы будем говорить о уже порядком нашумевших динамических наушниках KZ ZVX. Сравним их с реально дорогими Orchestra Lite и проведем некоторые параллели с их побратимами CCA CXS. Все это у меня сейчас на руках, так что выводы будут, так сказать, все по факту. Собственно, поехали! Пришла модель во всем хорошо знакомой картонной коробке с почему-то схематичным изображением героев обзора и полным списком их технических характеристик. Из важного отметим, что базируются они на 10-мм динамике с импедансом 25 Ом и чувствительностью 109 дБ. Вот здесь идет уже первое отличие. У CXS было всего 16 Ом при такой же чувствительности. В комплект нам положили инструкцию и большой набор пенных амбушюр. Выбор, честно скажу, достойный внимания, однако силиконовые насадки лично мне нравятся больше. Кабель же тут просто мусор, хотя и со стабильным сопротивлением на каждый жил, равным 61/100 Ома. На первое время его без сомнения хватит, но лучше его заменить, например, на ТРН со сменными коннекторами. То есть комплект, судя по всему, подобрали, чтобы минимизировать конечную стоимость продукта, и это правильно. Если производитель не может предложить нам достойных вариантов, не стоит пихать в комплект что попало, лучше дать людям самим подобрать себе варианты. Сами чашечки у ZVX очень напоминают конструкцию CXS. Они также полностью выполнены из металла с большим сквозным и компрессионным отверстиями, средним по размеру звуководом и внешней частью с прикрытой сеточкой вентиляционной отдушиной. В отличие же вынесу чуть увеличившиеся габариты самих чашечек, отчего лично в моих ушах ZVX сидят намного увереннее. Смотрится это достойно, да и со звукоизоляцией здесь все в полном порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас достаточно вальяжный по длине импульс, незначительные расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,19%, что прямо отлично. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 74 и 97 миллисекундам без сколь-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 12 дБ с правильным заходом на середину, аналогичное по амплитуде выделение области разборчивости, пик имитации ушной раковины и сильный такой акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания. Далее нам выделяют частоты 11,2, 15,5 и 18,3 кГц, дабы на приличном уровне довести эту характеристику до классических 20 кГц. Что сказать, график стандартный, непонятно только зачем в нем сделали настолько сильный акцент на псевдодетализации. Если сравнить его с собратом CCA CXS, то вплоть до 1,5 кГц кривые вообще совпадают, после чего герои обзора чуть прибирают выразительность, уменьшают глубину компенсационной ямы и чуть-чуть усиливают тот самый пик на 8 кГц. То есть характер у них действительно схожий с точностью до легкой настройки. С Kivir Orchestra Lite тоже есть сходные черты, только в оркестра куда меньше баса, а все перечисленные пики идут по ниспадающей. Что мешало КЗ сделать так же, лично мне непонятно. Звучать же ZVX как следует из графика басовито, насыщенно и с ярко выраженной прорисовкой нюансов. Напомню, что именно на это влияет тот самый пик на 8 кГц, который мы видели на АЧХ. В прямом же сравнении с CXS они мне показались нейтральнее, с явно выраженным уклоном в сторону детализации. CXS, в свою очередь, гораздо эффектнее и немного ярче. На слух именно CXS у меня возникает желание бросить все и пуститься в пляс
показ или же просто подпевать любимой мелодии. ZVX серьезно суше, спокойнее и злее. Они понравятся тем, кто предпочитает вдумчивое слушание и ставит все на прорисовку, а также всевозможные переходные характеристики. Музыкальная же составляющая у них поджата. Да, их тоже интересно слушать, однако они не увлекают и имеют сильно выраженный акцент на верхах. Все верно, у CC этот акцент тоже есть, но он маскируется за счет подъема на верхней середине. У ZVX же торчит одиноким холмом, что уже не так хорошо. В прямом сравнении, например, женский вокал на CXS обладает лучшей певучестью и приятной такой мелодикой, в то время как на ZVX мы имеем прекрасное разрешение и высокую достоверность голоса. Если же против героя обзора выставить куда более дорогие оркестра Light, то на фоне ZVX у них намного меньше баса, а образы словно скруглены. По разрешению, на мой взгляд, примерно паритет, но ZVX звучат заметно строже и точнее. По музыкальности оркестра Light ближе все-таки к CCA CXS. Так что если в музыке вы предпочитаете мелодику, теплое аналоговое смягчение и погружение в материал, то это по части CXS. Я бы их выбрал для всевозможной этнической музыки, джаза, оркестра и напрямую или около академических записей. Все же, что касается техничности, разделения, скорости и драйва, стезя ZVX. А значит, рок, металл, все электронное и живые записи с концертов намного интереснее передадут герои обзоров. Я пытаюсь сказать, что модели CXS и ZVX вовсе не исключают друг друга, а скорее гармонично дополняют. Устав от красоты и темперамента CXS, приятно окунуться в нейтральность ZVX и то же самое наоборот. Какого-то требования к усилительной части наушники не накладывают, однако на баланс на выходе они, на мой вкус, звучали еще лучше, так что не стесняйтесь добавить им мощности при помощи гейна. Из минусов передача сцены в глубину здесь не дает нужного размаха. Нет явного эшелонирования при большом количестве планов в глубину. Но это при их цене не более чем придирка. У многих моделей в 10 раз дороже встречается ровно такая же особенность. Ну и поскольку это динамические наушники, усиленное разрешение тут имеет немного искусственное происхождение. Оно, конечно, вытягивается из того, что есть, однако за счет некоторого ухудшения баланса частот. Рокеры, металлисты и просто любители слушать музыку громко будут иметь искажения в области 8 кГц. Не фатально, но все-таки CXS в этом плане более гармоничны. Относительно натуральности звучания обе модели прекрасны, только одна имеет окрас под нейтральность, а вторая естественное динамическое смягчение. И то хорошо, выбирайте на свой вкус. Разбирая по частотам, в ZVX мы имеем довольно текстурный, быстрый, но менее глубокий, чем у CXS бас. Серединка на слух кажется дальше, то есть CXS немного интимнее. Зато у ZVX она более реалистичная, четкая и напористая. CXS же всему этому противопоставляют мелодику, выразительность и эффектность. Лично я с ними куда сильнее восхищался любимой музыкой, но это, еще раз напомню, чисто вопрос вкуса. Высокие же там и там имеют примерно одинаковый уровень, обе модели не пытаются их как-то выдвинуть или наоборот задвинуть, однако в CXS верха мне кажется гармоничнее, чем в ZVX. Впрочем, если вспомнить, что вместо силикона к ним предлагаются пенные насадки, они заметно так сглаживают пики, то все это более чем достойное решение и нигде ничего ярчить не будет. Итогом динамические наушники КЗ ZVX наряду со своими собратьями CC и CXS, считаю, полностью заслуживают вашего внимания и предлагают чуть ли не идеальный звук в своем ценовом сегменте. Далеко не все наушники в 5-7 раз дороже смогут их переплюнуть, а это, так сказать, показательно. Лично в моем случае ZVX сидят удобнее CXS, а вот по звуку мне больше нравится мелодичность CXS, чем мониторная сухость ZVX. Кабель у них я очень рекомендую заменить, ну а пенки смотрите сами. Хорошо, что они давят пики, однако мне в ухе приятнее чувствовать силикон, чем беруши. По звучанию, как я уже сказал, CXS теплые, певучие, музыкальные, а ZVX строгие, нейтральные и с подчеркнутым разрешением. Оба варианта хороши, так что смотрите по стилистике и собственной системе предпочтений. Я же рекомендую иметь сразу обе эти модели под настроение. Стоят они откровенно
относительно дешево, а звучат на уровне гораздо более серьезных решений. А на этом у меня все. Это были наушники KZZ-VX и CCA CXS. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.